Каждый лайк помогает каналу, спасибо. Салют, друзья! UFC в Сиэтле только что подошел к концу. Израиль Адесанья и Джо Пайфер. Главное событие вечера. Алекса Грассо против Мэйси Барбер в соглавном бою. Из интересных противостояний был поединок Игнасио Бахамондаса и Тофика Мусаева, Маккини Нельсон, Хупер Гибсон. Это обзор на все бои UFC в Сиэтле. Меня зовут Влад Калугин. Вы на канале Дикий Бой. Поехали! Прямые трансляции UFC, нокауты после боев, анонсы и все важные высказывания доступны в нашем телеграм-канале Калугин ММА. Это лучшее место для фанатов UFC. Все главное в одном месте. Там же можно забрать фрибет 3000 от моих партнеров, чтобы подкрепить интерес к поединку. Ссылочка будет в описании. Если неудобно забирать фрибет в телеграме, то можно сделать это по QR-коду на экране, а мы начинаем. Алексия Тайнара и Бруно Бразил уже встречались в 2019 году. Тогда у них на двоих было всего 7 профессиональных боев. Тот бой выиграла Бразил, задушив гильотиной соперницу в третьем раунде. На сегодняшний день это поражение единственное в карьере Тайнары. Обе попали в UFC через контендер, но вот Тайнара пока что чуть успешнее. У нее 2 победы и она уже в топ-15. Бразил же чередует победы и поражения и пока не может обрести стабильность в UFC. Девушки отбились все 3 раунда, и в каждом раунде у Алексии Тайнары проходила борьба. Первый раунд забрала уверенно, но уже со второго раунда обе девушки медленно передвигались и подустали. Но даже в таком состоянии Тайнара продолжала добывать один тейкдаун за другим. Так что победа получилась уверенной 30-27 единогласным решением судей, но поединок получился не самым зрелищным. Поединок Рики Симона и Андриана Яниза – это встреча двух опытных бойцов, которые уже довольно долго выступают в сильнейшем промоушене, но в рейтингах закрепиться так и не могут. Потенциал и запас прочности у обоих приличный. Интересно, что оба шли в UFC на сериях из 5 побед до 2023 года, причем у Яниза за каждый бой был бонус. Однако с повышением оппозиции начались проблемы. За последние 3 года у Симона рекорд 2-4, а Адриан Янис 1-3. Первый раунд вышел близким, оба хорошо доносили удары до головы, Симон больше прессинговал, но самые значимые удары по мне были за Янизом, я бы отдал первый раунд ему. Вторую 5-минутку забрал уже Симон за счет борьбы, он переводил, удерживал, контролировал возле сетки, поэтому борцовские качества зарешали в раунде. А вот третью 5-минутку разгромно выиграл Янис. Он буквально в одну калитку перебивал Симона, а в конце раунда отправил его в страшный нокдаун. И только время спасло Симона от досрочного поражения. Бой ушел в руки судьям, один рефери отдал победу Симону, а 2 насчитали ничью. Поэтому решением большинства ничья в этой встрече. По мне, спорное решение, Янис выглядел лучше в первом и третьем раундах. Неудивительно, что Наваха Стирлинг находится в этом карде, ведь он тренируется вместе с Израилем Адесаньей в Новой Зеландии. Стирлинг – базовый кикбоксер, карьеру в ММА начал лишь в 2022 году. Контракт с UFC получил после победы нокаутом на контендере, сейчас у него уже 3-0 в лиге. Его соперник Бруно Лопес. Бразилец в прошлом году провел свой дебютный поединок и в не очень зрелищной манере добыл победу, а в мае уступил нокаутом в первом раунде Дастину Джейкоби. Наваха Стирлинг выиграл первый раунд, сумел перебить оппонента, но нам интересна кульминация, которая была во второй 5-минутке. Стирлинг в середине раунда начал забрасывать ударами Лопеса, который серьезно поплыл. Но забавно тут то, что Стирлинг потратил порядка 2 минут на то, чтобы добить оппонента. Соперник ни в какую не хотел уходить в пассивную защиту и бился до последнего. Но в итоге Стирлинг дожал и бой остановили. Первый финиш Навахо в UFC, технический нокаут во втором раунде. Кейси О'Нил последний раз выступала аж летом 2024-го. Весь прошлый год она пропустила, потому что была вынуждена восстанавливаться из-за многочисленных старых травм. Последний бой она провела на турнире, где Израиль Адесанья встречался с Дрикусом Дю Плесси. Сейчас представительница Австралии 12-я в рейтинге, а ее соперница находится на 2 позиции ниже. Габриэла Фернандес идет на серии из 3 побед подряд и занимает 14-ю строчку в женском наилегчайшем весе. Кейси О'Нил левым хуком потрясла соперницу, прижала ее к сетке и там забросала ударами. Один из них отправил соперницу в нокаут. И все это в первом раунде. Кейси О'Нил быстро разбирается с соперницей и побеждает нокаутом в первом раунде.
Марчин Тибура должен был побиться с Уолтером Уокером, однако бразилец продолжает восстанавливаться после травмы ноги. На замену ему вышел Тайрелл Форчин. Тибура все еще находится в топовой десятке дивизиона и, несмотря на свои 40 лет, продолжает побеждать. Правда, с переменным успехом. За последние 2 года его рекорд 3 победы, 2 поражения. Сегодня ему предстоит протестировать новичка лиги. Форчину 35 лет, у него за плечами 17 боев в Беллаторе, сейчас идет на серии из 3 побед нокаутом подряд. Форчун оказался буквально лучше во всем. Все-таки лучшие времена Тибуры остались позади. Он проигрывал как в перестрелке, находясь в стойке, да и в борьбе, где он всегда был хорош. Он тоже уступил. Соперник переводил вниз и работал с ударами. Но произошел курьезный случай во время объявления победителя боя. Брюс Баффер объявил, что победу единогласным решением одерживает Марчин Тибура. И только через минуту Форчуна, когда он уже был практически в раздевалке, вернули обратно в октагон, и Брюс Баффер объявил заново уже его победителем встречи, что было справедливо. На момент апреля прошлого года Чейз Хупер шел на серии из 5 побед подряд, и 3 из них были одержаны сабмишенами. Казалось, что молодой парнишка окончательно окреп и готов к топам. Однако в августе он встретился с Александром Эрнандесом, который потряс его тяжелым ударом, а затем добил на канвасе. Лэнс Гибсон, его оппонент, имеет опыт выступлений в Беллатор. В декабре он вышел на бой с Бобби Грином на коротком уведомлении и уступил судейским решениям. Теперь вторая попытка добиться успеха. В середине первого раунда локоть из клинча от Гибсона, и Чейз Хупер еле стоит на ногах. Следом несколько коленей точно в голову от Гибсона из клинча, и рефери останавливает поединок. Гибсон техническим нокаутом побеждает в середине первого раунда. Великолепное выступление. Игнасио Бахамондес, один из талантов легкого дивизиона. 28-летний чилиец умеет одинаково хорошо финишировать и в стойке, и в партере. Он тренируется в Чикаго вместе с Белалом Мухаммедом. Последний бой Бахамондес провел в июне, и тогда уступил Рафаэлю Физиеву, который смог реализовать преимущество в борьбе. На том же турнире дебютировал Тофик Мусаев. Азербайджанец на 8 лет старше своего соперника. В UFC он пришел из Райзен. На счету Мусаева 22 победы, 18 из которых одержаны нокаутом. Раунд первый. Оба бойца жестко заряжают, вкладываются буквально в каждый удар. И у Мусаева не вышло забороть в первом раунде Бахамондеса, пришлось работать в стойке, а там немного лучше Бахамондес доносил до головы удары чаще. В начале второго раунда Игнасио оформляет жесткий нокдаун, пытается добить соперника, но чудом Тофик переживает этот сложнейший момент. Сумел добыть перевод, и 4 минуты уже он избивал Бахамондеса в партере. Это было кровавое месиво, весь октагон был залит кровью Бахамондеса, у которого было несколько сечек от пропущенных в партере. Третий раунд. Тофик Мусаев вновь добыл тейкдаун и продолжает избивать Бахамондеса. Однозначно, это самый кровавый бой в 2026 году. Превзойти этих парней будет очень сложно. За минуту до конца Бахамондес сумел сам выйти за спину сопернику, но ничего из этого не извлек. В этом кровавом поединке победу единогласным решением одерживает Тофик Мусаев. Оба спортсмена показали свой характер на максимум и пережили тяжелые моменты в бою. Терренс Маккинни подписал новый контракт с UFC еще на 5 боев. А это значит, еще его 5 раундов в лиге мы точно увидим. Шутки шутками, но 10 из 12 боев Маккинни в UFC завершились в первом раунде. Терренс и выигрывает, и проигрывает одинаково зрелищно и быстро. Средняя продолжительность поединка всего 2 минуты и 46 секунд. А вот у Кайла Нельсона бои как раз чаще доходят до решения. В последних 5 боях у Нельсона всего одно поражение. 24 секунды. Терренс Маккинни не изменяет традициям. Вышел, хайкиком отправил соперника на канвас и добил. На таймере 24 секунды со старта, а он уже празднует победу, с ума сойти. Если сложить последние 11 боев Терренса Маккинни, то получится один 5-раундовый поединок. Вот насколько этот парень сумасшедший. Поединок Мансура Абдулмалика и Юсри Белгаруи многие воспринимают как бой, который гарантированно не дойдет до решения.
И есть все основания полагать, что здесь мы не услышим финальный гонг. Оба обладают серьезными габаритами и не менее серьезной мощью. У Абдул-Малика 3 досрочных победы в UFC, исключение только ничья в бою с Коди Брандейджем. Белгаруи тренируется вместе с Алексом Перейрой и имеет кикбоксерское прошлое. В последнем бою он нанес серьезный урон Азамату Бикоеву и завершил бой в 3-м отрезке. В первом раунде Белгаруи отбил всю переднюю ногу Малику лоу-киками. Уже во второй половине раунда Малик потерял свою опасность в стойке, потому что не мог двигаться как обычно. Во втором раунде Белгаруи продолжил бить лоу-кики, но уже начал реализовывать атаки и по голове. На последних секундах он отправил Малика в тяжелый нокдаун. Хотя я считаю, тут нужно было фиксировать победу чистым KO. Но рефери этого не сделал, а времени добить у Белгаруи не было. Третий раунд Малик пошел ва-банк, стал рисковать, но увы. Ничего не помогало, он продолжал в стойке пропускать плотные, серьезные удары от Белгаруи, который начал чередовать этажи и отбивать Малику все, что можно: ноги, корпус, голову. За минуту и 20 секунд до конца боя коленом в голову он отправил Малика в нокаут. Белгаруи проводит отличный бой и побеждает нокаутом в третьем раунде. Бой Джулиана Эросы и Лерайана Дагласа. Встреча двух серьезных финишеров. Правда, у Эросы гораздо больше опыта поединков в UFC. За его плечами 17 выступлений в лиге. До прошлого поединка у Джулиана было 3 финиша подряд, но в зрелищном поединке он уступил Милказаэлю Кости, который сейчас набрал вполне себе хороший ход. Что касается Дагласа, он выиграл поединок на претендентской серии Дэйна Уайта за 36 секунд, и сегодня его дебют. Бразилец идет на серии из 5 побед нокаутами подряд, бой обещает быть по-настоящему зрелищным. Даглас сходу доносит плотный левый хук, но Эроса его выдержал. Джулиан решил вступить в размен с Дагласом и начал пропускать один удар за другим. Даглас несколько раз его уронил, прежде чем финишировать. Причем делал это джебами, хлесткий плотный джеб, и Эрос оказывался в нокдауне. Но по итогу он смог его нокаутировать во второй половине первого раунда. Отличное выступление от Дагласа. Сегодня 38-летний Майкл Кьеза проводит свой последний поединок в UFC. Он решил завершить карьеру на турнире, который считает для себя домашним. Он живет в городе Спокан, который, как и Сиэтл, находится в штате Вашингтон. Примечательно, что сейчас у Майкла 3 победы подряд, и он может уйти на пенсию на шикарной серии. Нико Прайс вышел на коротком уведомлении на этот поединок, и ситуация у американца не из лучших. 1 победа за последние 4 года. Майкл Кьеса задушил соперника за 1 минуту. Майкл Кьеса завершает карьеру на серии побед у себя дома. Красивая история. Ну и Нико Прайс оставил перчатки в центре октагона, что означает, что он тоже завершил карьеру. Оба бойца завершили профессиональную карьеру, но так по-разному. Напомню, что фрибет, видео нокаутов и все, что сказали бойцы после боев, можно найти в нашем телеграм-канале Калугин ММА, ссылочка в описании. Главный бой вечера. Алекса Грассо и Мэйси Барбер не просто так находятся сегодня в главном событии. Обе девушки входят в топ-5 своего дивизиона и имеют более 10 поединков в UFC за плечами. Грассо завершила трилогию с Валентиной Шевченко и в прошлом году провела только 1 поединок, в котором уступила более молодой Наталье Сильве. С Мэйси Барбер Грассо уже встречалась в UFC. В 2021 году мексиканка одержала победу по очкам. То поражение последнее в карьере Барбер, сейчас у нее 7 побед подряд. Первый раунд. Алекса Грассо левым прямым отправляет в нокдаун Барбер. Тут же набрасывает добивающий и уже через полсекунды выходит на удушающий. Рефери вмешивается в бой. Я вижу такое впервые в жизни. 1000 лет смотрю бои, но никогда не видел, чтобы нокаутировали и задушили одновременно. Здесь буквально было 2 в 1. Нокаут и удушающий одновременно. Она задушила Барбер, когда та уже была нокаутирована. Это одно из лучших выступлений в 2026 году. Великолепный турнир в Сиэтле. Главный бой вечера. Исраэль Адесanya возвращается в октагон спустя почти 14 месяцев. Никогда в UFC у него не было более длинного простоя. Нигерийец идет на неприятной серии из 3 поражений, а в последних 2 боях он проиграл досрочно.
Возраст и износ дают о себе знать, поэтому уровень оппозиции снизился. Впервые с 2019 года он дерется с соперником не из топ-10. Джо Пайфер занимает 14-ю строчку в рейтинге, в UFC у него 6-1. Американец в первую очередь славится своей нокаутирующей мощью, хотя в последнем бою смог успешно провести удушение сзади Абусу Магомедову. Первый раунд. Сначала Пайфер плотно попал через руку, затем Адесanya ответил точным летящим коленом в голову. На протяжении раунда бойцы обменивались ударами, но Изи был на порядок активнее, чаще бил, да и попадал тоже, заряжал лоу-кики. Лучше чувствовал дистанцию и сумел перебить оппонента в первом раунде. Пайфер в концовке добыл тейкдаун, но звучит гонг. Адесanya очень круто начал и второй раунд, уверенно перебивал, и не просто перебивал, он доминировал. Пайфер пропускал очень много ударов. Даже начало казаться, что Израиль может добыть финиш, как вдруг Пайфер сам начинает попадать одним ударом за другим. Адесanya из режима охотника перешел в режим жертвы. Он много пропускает, и Пайфер его переводит вниз. Там пытается задушить, не получилось, и в итоге он забил его ударами. Джо Пайфер техническим нокаутом побеждает во втором раунде. Израиль Адесanya впервые в жизни проигрывает бойцу не из первой десятки. UFC в Сиэтле — это пока лучший турнир в 2026 году. Если пропустили бои, то настоятельно рекомендую пересмотреть их полностью, точно не пожалеете. Заряжай лайк, пиши, кто заслуживает бонус в 100 тысяч баксов от UFC. Ждем тебя в нашем телеграм-канале, где уже можно посмотреть и видео финишей, и то, что сказали бойцы после боев. Ссылочка в описании. До встречи именно там, друзья мои. Пока-пока.